Свиная кожа в остром соусе по-корейски. Но едят свиную кожу на самом деле не только в Корее, но и во многих разных других странах. Например, очень известное блюдо в Испании – чичаро, жареная кожа. Но мы готовим сегодня кожу по-корейски, и потребуется она нам в объеме 500 грамм. Кожу в азиатских странах продают уже достаточно хорошо очищенную, но вот я купила кожу, на которой достаточно много волос, поэтому мне понадобится бритва. Я использую такую бритву, вы можете использовать совершенно абсолютно обычную или же даже сделать это ножом. И, грубо говоря, мы в прямом смысле слова бреем кожу бритвой. Надеюсь, у вас получится купить ее уже почищенную. Затем, после этого мы должны хорошо промыть свиную кожу в холодной воде. После этого мы закладываем кожу в кастрюлю, в которой собираемся ее варить, и заливаем водой так, чтобы она покрывала все содержимое. И затем закладываем следующие ингредиенты. Белые кончики зеленого лука, желательно, чтобы они были вместе с корнями, в объеме 3 штук. И одну луковицу, лучше разрезать ее напополам. А также шелуху от этой луковицы, которую мы промываем и тоже закладываем. И также лавровые листья в объеме 5 штук. Все эти ингредиенты помогут нам избавить кожу от неприятного запаха. И затем имбирный порошок в объеме 1 столовой ложки или же немного свежего имбиря. И также соевая паста дидян или мисо-паста 2 столовые ложки, если, конечно же, она у вас есть. У меня нет, я пропускаю. И 1 стопка корейской водки соджу или же просто водки. Мы все это должны с вами довести до кипения, и когда масса закипит, мы накрываем все это крышкой и варим 20-30 минут на среднем огне. За это время мы подготовим овощи. 3 перца чили, красный или зеленый, или смешиваем красный и зеленый, 3 стручка зеленого лука и 1 большая луковица, а также 1/3 моркови. Лук мы нарезаем полукольцами средней толщины. И затем мы нарезаем морковь. Морковь мы разрезаем напополам и нарезаем также полукольцами. Вообще, в принципе, форма, какой вы нарезаете овощи, зависит от вашего предпочтения. Это не принципиально. Перцы чили мы нарезаем кольцами, и зеленый лук, то, что у нас стручки зеленой части осталось от белых кончиков, которые мы клали в бульон, теперь мы нарезаем кольцами. Через 20-30 минут варки мы вынимаем свиную кожу и должны будем ее промыть в холодной воде. Кожа должна стать гибкой и размякнуть. Все оставшееся, то, что мы использовали для варки, воду и все, что в ней, мы выбрасываем. Затем мы кладем промытую кожу на какое-нибудь сито, чтобы стекали излишки влаги, и должны будем сделать следующее, а именно удалить с кожи жир. А его там, в принципе, может быть достаточно много. Для этого удобно использовать нож, и делаем мы это вот таким способом. Где-то это нужно будет в прямом смысле слова срезать, а где-то вот такими движениями, как мы, например, чистим рыбу от чешуи, достаточно будет просто ее сдвинуть. И таким образом мы очищаем все имеющееся количество кожи. И остается у нас чистый коллаген, который так нужен нам, женщинам, для нашей кожи. Затем мы должны будем нарезать кожу кусками где-то примерно шириной в палец и длиной 4-5 сантиметров. Но это все, конечно же, приблизительные замеры. И удобнее всего для этого пользоваться ножницами. Кожа уже будет мягкой и будет очень легко резаться. Если же нет кухонных ножниц, сделайте это просто ножом. Всю имеющуюся у меня массу я переложила в гораздо большую по объему емкость, удобную для перемешивания. И добавляю следующие ингредиенты. Красный молотый перец в объеме 2 столовых ложек. Сильно острый не едите, положите 1 столовую ложку. Затем молотый чеснок в объеме 2 столовых ложек. Также можно уменьшить до 1 столовой ложки, если сильно острый вы не едите.
и соевый соус 5 столовых ложек. Кстати, если вообще не хотите острое, просто пропустите все острые ингредиенты и положите всего лишь 2 столовые ложки соевого соуса больше. Затем кладем сироп. Если нет сиропа, то меда или сахара в объеме 2 столовых ложек. В Корее обычно используют кукурузный сироп. И затем 1 столовая ложка сахара или же мед, если есть. Также мы добавляем мирин, рисовое вино, которое используется в азиатской кухне в кулинарии. Добавляем мы в объеме 3 столовых ложек, если же этого нет, можно пропустить. Затем немного черного молотого перца, по вкусу где-то щепотка. Все это мы перемешиваем, и если есть, то добавляем чили пасту кочудян 1 столовую ложку. У меня нет, я пропускаю, точнее заменяю на красный молотый перец пол столовой ложки. Все это мы хорошо перемешиваем. Если есть время, можно дать всему этому настояться где-то час. Если нет, то сразу можно начинать готовить. Нагреваем сковороду с растительным маслом для жарки небольшое количество и выкладываем туда уже подготовленную свиную кожу. Все это мы с вами жарим на среднем огне, все время помешивая. Когда кожа немного поджарится, мы закладываем сначала морковь, потому как она самый твердый у нас ингредиент из овощей, и продолжаем жарить все время помешивая. Как только морковь наполовину размякла, мы закладываем все остальные овощи: лук, перцы, чили и зеленый лук. И опять продолжаем жарить на среднем огне, все время помешивая. Овощи не нужно совершенно абсолютно полностью доводить до готовности, они должны сохранить свой жевательный эффект, поэтому мы их где-то доводим до полуготовности. И тогда уже добавляем кунжутные семена в объеме 1 столовой ложки и кунжутное масло 1 столовая ложка. Если этих ингредиентов нет, то просто их пропустите. Все это мы хорошо перемешиваем, чтобы кунжутные семена и масло покрыли все у нас имеющееся, и все, блюдо готово, можно подавать к столу. При подаче блюда к столу можно еще раз сверху посыпать это все обжаренными кунжутными семенами. И очень хорошо это блюдо идет с алкоголем, с водкой или, например, с рисовым корейским вином макколи, рецепт которого линк здесь вверху. И, как я уже говорила, это блюдо очень полезно, особенно женщинам, для их кожи, так как оно содержит огромное большое количество коллагена. Но я этого блюда, если честно, не любитель и ем его достаточно изредка. Но мужчинам оно очень нравится. Приготовите вашему возлюбленному, он оценит. Лайкайте, подписывайтесь. До новых встреч!